Привет, народ, с вами Скиф. Вот и прошел почти месяц моего первого ролика на канале Madgood RIP. И осталось совсем немного времени до 28 января, когда закроется обмен героев. А поэтому пора ответить наконец на вопрос: стоит ли менять Madgood? Сегодня я расскажу вам, какие выводы я сделал по игре этим героям за последний месяц. Поговорим о том, каких героев себе выбрали топ игроки и кого вам стоит собирать уже сейчас. Если вы, как и я, тянули с выбором до последнего, смотрели на то, что будут делать ваши соклановцы и не решались кардинально изменить свою жизнь, то это видео именно для вас. Погнали разбираться. Атака. Если говорить честно, то после нерфа Madgood я им почти не играл в атаке. Бывали острова, где я атаковал Madgood вместе с ниндзя, но далеко не всегда удавалось победить даже элементарных противников. У меня был шок. Если мои ниндзя ушли далеко от Madgood, в черепки они уже не превращаются. Если и превращаются, то в слабых. Но тем не менее, со своей задачей моя пачка все еще справляется. Хотя уже и не так неудержимо, как это было раньше. В последнее время я больше перешел на Эмира, это очень заметно по моим формированиям в атаку. Также можно заметить мои пачки на боссов. Тут я полностью перешел на Сирену. На моем уровне уже достаточно войск, чтобы вместе с ней давать хороший результат. Все мои друзья и знакомые, это ребята с миллионом защиты или около того, сейчас используют в атаке 4 варианта героев: Madgood, Эмир, Кит и Сирена. Причем последняя встречается все реже. По их отзывам можно сказать следующее: Madgood уже не тот имба, которым был раньше, но если выкачать ему не только скелетов, но и массовый удар огонь преисподней, то он еще может себя хорошо показать. Особенно у кого есть 15 или 16 уровень героя. Но где-то после 9500 рейтинга у Madgood в атаке начинаются проблемы. Вражеские пушки, катапульты или кит с легкостью убивают его армию вдали от героя. И десант без скелетов уже не может исправить ситуацию. Трудно играть на таком уровне и с Сиреной, так как войска убивают часто до того, как она успевает использовать целительную песню. Знаю, что есть игроки, которые берут с ними и топ-100, но это скорее исключение из правил. Если вам достаточно такого рейтинга, то играйте любым из этих персонажей и все у вас будет хорошо. Если же вы хотите большего, то тут на арену выходят Эмир и Кит. Оба очень живучие и оба имеют свои явные плюсы и минусы. По Эмиру все понятно. Он стабилен, не подвластен заморозке ледяных лучников, защищает свою армию как топ-танк игры. При этом, если вкачать ему первый навык, может наносить довольно неплохой урон. Но у него есть и слабая сторона. Если убить его до магеров, и он останется один, а осталось пройти всего пару заборов до последнего здания, у вас встречались такие ситуации, да? Для него это просто непреодолимая задача. Он будет бить их целую вечность, пока не закончится время. Либо пока его не добьют. Чего не скажешь про Кида. Этот парень просто разрывает армию противника своим навыком поддержки, с легкостью пробивает стены, увеличивает наносимый урон своим войскам, и вообще он очень крутой парень. Но! Всегда есть но. Он нестабилен, бьет всегда по случайным целям, привлекает на себя весь остров, и если дать возможность ледяным лучникам поймать его и расстрелять, то основной свой скилл он применить не сможет, так как будет стоять замороженный. Так что выбор за вами. И конечно же ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, бейте в колокол, как бьет ледяной титан, а также заходите в мой телеграм-канал и узнавайте самые актуальные новости игры всегда первыми. Ссылка в описании. Защита. Тут все просто. Топ-игроки, которые качали Madgood с самого начала, и у них есть 16 уровень с прокачанными талантами, ставят героя в центр острова 7 на 7 и наслаждаются жизнью. Топы не меняли Madgood, так как они и так выкачают себе Кида. И у многих он уже есть 12 уровня и более. Но им больше нравится Madgood из-за стабильности. Своим массовым ударом он убивает подходящие войска по 9 юнитов в отряде и маленьких дракончиков. Если его ставить в центр, то в скелетов он превращает войска почти на всем острове. И сильно большой разницы по их количеству с тем, что было до нерфа, вы не почувствуете. Убить 16-го Madgood при правильной защите само по себе непростое занятие. Так что топ-20 по-прежнему защищают острова нашим любимым Madgood. Но те, у кого Madgood был 14 и меньше уровня, почти сразу обменяли его на Кида. И я вам скажу, ни один не пожалел. Уже после 11 уровня Кид начинает разрывать просто любые армии без шанса на лечение. Я нападал пару раз на ребят с 14 Кидом. Его залп просто убивает лучников и монашек в ноль с одного удара. А как вы понимаете, без отрядов поддержки и дальнобойных ребят делать на поле боя уже нечего. Тут даже нет никакой особой тактики. Я пробовал расставлять пошире войска, брать более живучие отряды. Мне кажется, помогут только много 9 уровней. Не знаю, я до такого уровня пока не дорос. Но у Кида есть и своя слабость. Он ничего не может сделать драконом. О да.
Киду нужны все доступные ПВО и лучники, чтобы прикрывать его с воздуха, пока он убивает основную пачку войск. Не удивлюсь, если вместе с ним на острова 7 на 7 вернутся воздушные стрелы. В этом он явно уступает Мадгуду, так что делайте свои выводы. Также нельзя не упомянуть более редких героев, но при правильной защите тоже очень крутых. Буч и Эмир. Буч встречается реже. Его можно легко отвлечь десантом, но если на острове много лучников, сбивающих десант, маги молнии, например, или вы просто не знали, что его нужно отвлекать, то вашей армии конец. Его пули, прошивающие всю армию насквозь, и гранаты творят просто черные вещи. Уверен, в покорении рассвета он берет острова с легкостью. Но если вам все-таки удастся его отвлечь, считайте, что героя на этом острове просто нету. Ну и Эмир. Герой стена. Если его правильно расположить, то только Эмира вражеские войска будут проходить секунд 40-50, а если прикрыть его пушками, которые будут убивать все отряды ближнего боя, то убить Эмира вы просто не сможете. В топ-отрядах специально против него ставят до 4 инфернальных магов 7 и выше уровней. Но если Эмир стоит неграмотно, то можно просто убивать строение в обход него, и как и с Бучем, считайте, героя у вас на острове нет. Так давайте ответим на главный вопрос: стоит ли менять Мадгуда? Мой ответ такой: если у вас нет Мадгуда 14 и выше уровня с прокачанными скиллами, и если у вас завалялся Кит, хоть немного прокачанный, то да. Также не стоит заморачиваться с обменом новичкам, у которых герои 6-7 уровня. Вы разницы практически не почувствуете. На таком уровне вы можете играть любым из героев плюс-минус на одном уровне. Да и на боссов вам нужно ходить пока с Мадгудом. Видео с тем, как это делать, я оставлю в подсказке. Лично я обменял своего 11 Мадгуда в комплекте с 7 кидом и получил 10 кида. Мне нужно еще несколько осколков и будет 11. Книжки я на Мадгуда обязательно по максимуму потратил перед слиянием. Теперь на киде у меня все скиллы хорошо прокачаны. И я вам скажу, это просто офигенная машина для убийств. Конечно, играть им в атаку еще надо наловчиться, но это просто дело времени. Мне безумно нравится играть новой механикой. Когда приплывает корабль, пушки начинают стрелять, чувствуешь себя настоящим пиратским капитаном, который берет вражеский остров на абордаж. А что еще нужно от игры про захват островов? Кстати, в защите это настроение продолжается, так как главный пират защищает вашу сокровищницу. В общем, это круто. Надеюсь, я помог вам немного разобраться и вы определились с выбором. Обязательно делитесь в комментариях, кого вы выбрали. Смотрите плейлист с другими видео по игре и делитесь с друзьями. С вами был Скиф. Всем пока!